Доброго дня! Давайте рассмотрим, как работает превью функции в Kotlin Compose. На прошлом видео мы рассмотрели в основном, как работает Compose на простом примере вот этом. Но вторая функция у меня не работала, GP2, потому что я ее вместил внутрь функции GP. Я так понял, Kotlin позволяет вкладывать функцию в функцию. Давайте попробуем внутри функции определить другую функцию, чтобы проверить это предположение. FunTest 2. И тут что-то определим там. Val A равно 5. Вот. Вот так вот. И теперь попробуем вызвать эту функцию откуда-то из класса MainActivity. Ну, где-то после setContent. Значит, вызываем gp. Точка. Что-то думает. Не видит функцию внутри функции. Ну, почему-то так. Ну, как мы выяснили, функции предпросмотра, которые превью определены, они находятся, ну, они не вызываются нигде. Их вызывает сам Android Studio в процессе разработки. То есть с помощью таких функций, объявленных препроцессором как preview, мы можем видеть сразу, как будет выглядеть на экране то, что мы хотим создать. Вот смотрите, я определил две функции preview, это gp, creating preview, и gp2. И вот мы видим сразу, что создалось два экрана. На одном экране написано Hello Android, на другом Hello подчеркивания такие. Я думал, что так как это располагается в одном Surface, то вот эти вот два экрана, они как бы сольются в единое целое. Но на самом деле у нас получается два экрана отдельных, ну, в отдельных функциях. Вот между ними достаточно такой большой margin, то есть пространство свободное. И вот подписано, что вот это вот создана функция GP, а функция GP2 создана вот это. Если мы вот кликнем здесь на Hello, то нам сразу подсветило, вот где создается вот этот текст. Да, обе функции вызывают функцию greeting. Composable функцию, которая находится вне основного класса. Вне всякого класса просто. Она просто в модуле. Это мне чем-то PHP напоминает. Это мне даже нравится. Там тоже нету визуальной среды, куда можно из палитры перетаскать компоненты. Вы просто знаете HTML, как там объявляются переменные, и формируете в функциях или в отдельных модулях какие-то куски страниц, а потом вызываете их в программе. Ну, такой достаточно интересный подход. Ну, XML по-своему хорош, и такой подход по-своему хорош тоже. Вот. То есть, как мы видим, отдельная функция preview создает как бы отдельный экран, но
На закладке дизайн мы видим сразу все функции превью. То есть мы можем создать несколько экранов и сразу вот проматывать и смотреть, как они выглядят. И затем, в зависимости от того, какой экран нам нужен, мы можем вызывать ту или иную функцию. Вот здесь мы их тестируем, видим, как выглядит. А здесь уже в основной программе в классе Component Activity или в тех классах, которые мы создадим, ну, объектов тех классов, которые мы создадим здесь, мы можем вызывать уже эти функции и получать готовые экраны. То есть к чему мы пришли? Что функций превью может быть несколько. Они находятся вне класса. И функция, которая формирует экран, должна быть объявлена как composable. И, собственно, на этом сегодня все. Дякую за перегляд, всім до побачення.